Всем привет! Сегодня приготовим в печи 3 вида хлеба на закваске и украинский борщ. Хлеб всему голова. С него и начнем. На одну порцию хлеба берем 2 столовые ложки сухой хмелевой закваски и замачиваем в теплой воде. Нам потребуется полстакана. Добавляем 1 чайную ложку меда или сахара и муку до консистенции густой сметаны. Мы сразу сделаем закваску на 3 порции. Тщательно все перемешиваем и накрываем хлопчатобумажным полотенцем. Отправляем закваску в теплое место от нескольких часов до 1 суток в зависимости от температуры воздуха. Она готова только тогда, когда на поверхности появятся пузырьки. Приготовим 3 вида хлеба: из пшеничной, из ржаной и из полбяной муки, другими словами спельтовой. Что такое полба или спельта? Это древний вид пшеницы, который был известен еще до нашей эры. Это рекордсмен по клетчатке и витаминам, а по содержанию белка равноценен мясу. Так почему же про полбу мы так надолго забыли? А причина в низкой урожайности. Она не выносит никаких химикатов, а еще трудоемкий процесс очистки и измельчения зерна. Пора в созревшую закваску добавить 600 грамм просеянной муки. Далее вливаем 2 стакана теплой воды, предварительно растворив в ней 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки растительного масла. В полбяной хлебушек добавим тыквенные семечки. Теперь вымешиваем тесто и смазываем посуду растительным маслом. А если у вас есть формы для теста, то лучше сразу воспользуйтесь ими, чтобы лишний раз не волновать тесто. А чтобы не разочароваться в домашнем хлебе, выпекать его стоит тогда, когда он поднимется в 2 раза. Без Андрея никуда. Пока подходит хлеб, он растопит печь. Как говорится, одним хлебом сыт не будешь, поэтому подготовим все для борща. Пока чистим овощи, немного интересных фактов. Борщ ели уже во времена Киевской Руси. Только представьте себе, его обожали балерина Анна Павлова и Екатерина II. Императрица даже держала повара при дворе специально для его приготовления. На Украине регулярно проводят праздники и фестивали борща. В борщ все компоненты добавляют последовательно по мере их приготовления, начиная с мяса и заканчивая капустой. Мы же будем томить его в печи, поэтому все продукты закладываем сразу. У нас всего 1 килограмм говядины, но выход есть. Берем еще грамм 100-150 свежего сала и нарезаем все небольшими кусочками. Затем кладем в 10-литровый казан. Следующим этапом измельчаем в соломку 2 свеклы, затем крошим 2 крупные морковки, дробим на кубики 3 луковицы, 1 болгарский перец делим пополам и кладем в казан. А еще 2 перца просто нарезаем кусочками. Далее измельчаем картошку, штук 10. И наливаем воду, покрывая овощи. В нашей семье все любят густой борщ, чтобы ложка стояла. Поэтому берем большую капусту, минимум 1 килограмм. Для хлеба отделим несколько листков, а остальное нашинкуем.
казан выливаем 1 литр домашнего томатного сока. Его можно заменить томатной пастой. Добавляем еще немного воды, 5 зубчиков чеснока и 2,5 столовые ложки соли. Сегодня мы подкисливаем борщ с помощью сока лимона, а раньше это делали с помощью квашеных помидоров. Помню, как моя бабуля готовила бесподобный борщ с сахарной свеклой. За неимением такой добавьте просто 1 столовую ложку сахара. Наконец-то отправляем полный казан в горячую печь и возвращаемся к хлебу. Печную лопату посыпаем мукой, кладем капустные листы и выкладываем на них хлеб. В духовке пеките хлеб 8-10 минут при температуре 220 градусов, а затем допекайте еще 30 минут при температуре 180-200 градусов. В печи при температуре 200-220 градусов мы готовили хлеб 40 минут. Сразу внутрь с хлебом ставим лед. Первые 20 минут не стоит открывать заслонку, чтобы хлеб не опал. Профессионалы говорят, что если тесто смазать сразу водой после выпечки, то корочка получится хрустящей. А вы что знаете об этом? При выпечке пшеничный хлеб поднялся выше всех и сохранил надрез от ножа. Хлеб из полбы немного распустился, а надрезы при выпечке расплылись. Хуже всех взошел ржаной хлеб. Как мне объяснила мама, а она специалист и долгое время работала с зерном. Это произошло из-за низкого содержания клейковины в полбяной и ржаной муке. А если вы хотите более высокий и более пористый хлеб, то используйте ржаную или полбяную муку вместе с пшеничной в соотношении 1 к 1. Борщ оставляем в печи томиться на целую ночь, как делали это в давние времена. К утру наш аппетит разыгрался, а томленый борщ полностью стомился и готов, чтобы его наконец-то попробовали. Нет ничего вкуснее домашнего кусочка хлеба, натертого чесноком, а сверху сало. Зеленый лучок, и все это в тандеме с борщом со сметанкой. Если вам по душе наша новая рубрика «Готовим в печи», тогда делитесь этим видео с друзьями. А когда наберется 35 тысяч лайков, мы по-новому для вас растопим дровяную печь. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!